Друзья, привет! Это Кирилл, канал Недвижка на Изи. Сегодня я приехал в Каргиджак, чтобы посмотреть и вам показать и оценить одну виллу, свеженькую, построенную недавно. В общем, смотрите, я нахожусь на 4-м этаже, это терраса открытая, собственно говоря, на крыше. Вилла 290 квадратных метров, это 4+1. Тут есть сауна, хамам, бассейн. В общем, открывается вот такой вот великолепный вид на Аланию, на Махмутлар. Море красивое, небо чистое. В общем, друзья, вот вид классный. У нас на земельном участке здесь две виллы. Вот соседняя уже продана. То есть, соответственно, у вас земельный участок получается 500 квадратных метров. То есть, если общий на две виллы 1000 квадратных метров, то вам достанется 500 квадратных метров. Ну ладно, пойдемте внутрь, будем смотреть и оценивать объективно по качеству, по каким-то моментам. Будем все трогать, смотреть и потом в конце сделаем свои выводы. Ну ладно, пойдемте внутрь. Так, ну что, друзья, смотрите, за моей спиной это основной въезд. Вот такая дорога, и она сразу же на два дома. Вот сейчас вот этот дом, который, собственно говоря, стоит на продаже, который мы пойдем смотреть, и такой же дом, вот уже люди купили, еще не заселились. Смотрите, между ними у нас два гаража, то есть по гаражу на каждый дом, это плюс. И между гаражами у нас стоит генератор. Ну, это тоже большой плюс, то есть есть один генератор на две виллы. Я сначала подумал, что, когда мне сказал хозяин, что вот это вот генератор, но все-таки мы нашли большой генератор, это просто еще стройматериалы. Смотрите, внутри, в принципе, как бы отделки никакой нету, это просто гараж, ворота автоматические, и из гаража вы можете сразу же пройти на бассейн. Но мы сейчас туда не пойдем, я эту дверку пока закрою, мы пойдем изнутри. В общем, есть гараж, это плюс. Так. Идемте внутрь, идемте в дом. И смотрите, ребят, сразу же, как бы я думаю, что вы заметили, что из минусов это то, что у вас, в принципе, вот с этим домом, ну, как бы общая территория, общий подъезд. И, в принципе, вы здесь будете, ну, сталкиваться достаточно часто, наверное. Заходим внутрь. Друзья, здесь у нас на крыльце мрамор лежит. Достаточно такой приличный, хороший, фактурный. Мне как бы нравится. У нас здесь гололеда не бывает, дождей, поэтому, в принципе, он не скользкий и никто никуда не упадет. В общем, вилла Б, заходим внутрь, друзья. Вилла, у нас есть цокольный этаж, потом первый, второй и четвертый это терраса. Мы попали в входную группу, здесь у нас шкафы гардеробные, ну, там еще всякий хлам лежит. Есть видеонаблюдение, это вот здесь стоит камера. Серверная, и получается, что из системы «Умный дом» это единственное, что у нас есть, то есть видеонаблюдение и домофон на входе. Так, мы зашли. Здесь у нас первая гостевая комната, но я бы ее, наверное, сделал все-таки как кабинет, потому что она вот прям сразу на входе. Сразу же здесь видно, кто к вам подъехал, либо соседи. В принципе, небольшая. Ну, можно сделать спальню, но я бы себе сделал кабинет. Такой в начале. Стоит достаточно большой для этой комнаты инверторный кондиционер. Друзья, сразу объясню, что здесь в доме отопление, теплые полы электрические только в ванных комнатах. Основное отопление это инверторные кондиционеры, что я считаю минусом, потому что все-таки на полу у нас лежит керамогранит, и ну, хотелось бы, чтобы он чуть-чуть подогревался. В общем, это была первая комната. Двери мне понравились, в принципе, такие не пустые, и цвет красивый, и фурнитура хорошая, ну, как бы нормально все. Так, заходим сюда. Здесь у нас получается санузел, небольшой, гостевой на первом этаже. Здесь большая раковина, инсталляция, и все, душевой никакой нет. Есть вывод поставить там стиральную машину, если надо.
Но, по-моему, я видел другое техническое помещение, где можно это поставить. Вон рядом кто-то что-то сверлит. Так, друзья, эту комнату посмотрели. Что мне не понравилось, смотрите, вот они симпатично сделали в стиле везде черные выключатели, черные ручки, но почему-то вот регуляторы теплого пола поставили вот такие вот допотопные, белые, ну прям вообще, я не знаю, минус. Сразу очень много выключателей, очень много разделения света, что в принципе тоже вело меня в замешательство, потому что пока определился, где какой включить, пришлось перещелкать все. Ну ладно. Мы попали в кухню-гостиную, которая по своему размеру в принципе небольшая. Она по размеру, как, наверное, ну, кухня просто и столовая. Смотрите, здесь кухонный гарнитур, стоит мойка, раковина и смеситель Франки. Много где используется черный цвет, но я не любитель черного цвета, потому что известь и накипь, которая потом остается, она вот приводит к тому, что вот у нас белые следы, это как бы проблематично. Шкафчики, полочки. Мне нравится графитовый цвет, в принципе. Там ничего интересного нету. Стеклянные дверцы. Ну, опять же, я, может быть, придираюсь, но вот такая вот система открывания здесь, наверное, не очень удобная, потому что, когда вы моете, хотелось бы все-таки, чтобы были подъемные, и туда все это сложить. Ну, как есть, так есть. Так, есть посудомойка, Siemens хорошая. Потом вытяжка, которая просто с угольным фильтром, у нее нету канала, она просто работает. Большая электрическая поверхность, я надеюсь, что индукционная. Здесь шкафчики, полочки все с доводчиками, и механизмы стоят блюмовские, что плюс. Потом духовой шкаф Siemens, опять с такими же крутилочками, как мне понравилось до этого. К сожалению, нету микроволновки. Подразумевается, что, наверное, человек должен сам купить ее, поставить, но хотелось бы все-таки, чтобы она была встроенная. Ну, наверное, может быть, получится. Так, холодильник Siemens. Вот опять та же проблема, где мы встречали ранее. Наверное, надо будет перевешивать, потому что все-таки хозяйке не очень будет удобно вот отсюда брать, потом обходить. Все-таки надо делать открытие с этой стороны. Я так думаю, что вот это можно поменять. Так, система хранения. Здесь просто полочки. Опять же, я скажу, мне бы больше хотелось, чтобы была выдвижная такая, как стойка, понимаете, и там были все лежало, было бы тоже удобнее. Но, тем не менее, это есть. Тут, друзья, тут у нас плитка керамогранит, не МДФ крашеный, так что я аж так пальцем ударился. Камин электрический, и здесь будет висеть телевизор. Я вот думаю, где бы поставить стол обеденный. Ну, наверное, где-то здесь обеденный стол и как-то диван. Но мне, честно говоря, места мало. То есть я понимаю, что это просто кухня, а не зона для отдыха. Но мы выходим на улицу, у нас большие панорамные окна. Кстати, друзья, везде все окна это Linea Rossa, это премиум сегмент, они качественные, хорошие. Это вот большой плюс для дома. Выходим на террасу. Здесь у нас есть вот стол, стулья. Проводить можно время на улице. Сейчас достаточно тепло и хорошо. Можно видеть сразу же территорию земельного участка. Здесь на полу у нас нескользящий керамогранит. Здесь у нас бассейн. Бассейн сейчас без воды, он Infinity, он переливается. К сожалению, пока что вот весь красивый вид вы наблюдаете через соседей. Но деревья подрастут, и у вас не будет вам видно соседей, не будет видно вида, а будете смотреть вот сюда. Ну, слава богу, что в принципе вот эти вот виллы, они, видите уже какая высота, они не перекроют вам вид. У вас останется вид вот на Каргиджак, на Махмутлар, и в принципе красиво. Вот единственное, что вот соседний дом прям будет смотреть на вас. Да, территория земельного участка небольшая, но уютненько, есть травка, есть деревья. Но в принципе освещение в принципе симпатичное. Еще мне понравилось, что сверху здесь вот имитация под дерево. Не знаю, дерево это или нет, но выглядит прям как декинг такой симпатично. Ладно, пойдемте на цокольный этаж, посмотрим, что там внизу. Так, друзья, мы спустились на цокольный этаж, и здесь что мы имеем?
Первая комнатка здесь сделана под прачечную, что мне в принципе нравится, потому что можно поставить стиральную машину, сушильную машину, что-то там для глажки. Ну, очень правильно, что есть отдельное помещение. Единственное, что здесь, чего здесь не хватает, так это, наверное, вытяжки какой-то, вентиляции, потому что все-таки будет воздух нагреваться, и вам придется все время эту дверь держать открытой. Потом сюда заходим, и здесь у нас техническое помещение. Кстати, вот интересно, лежит утепление, а нигде утепления в доме не встречал. Даже интересно. Так, смотрите, это техническое помещение. Здесь у нас стоит бак для воды. Он, я так понимаю, литров, наверное, на 300-400, не знаю. Есть гидрофор, есть насос. Чтобы вы понимали, то есть вода у нас поступает городская в бак, потом из бака под давлением она дается на весь дом, на все комнаты. То есть у вас всегда хорошее давление в доме есть. Это тоже плюс. И хорошо, что они сделали слив, что в случае, если какая-то протечка, все это как бы куда-то уйдет. В принципе, как бы, ну, это хорошо, что такое техническое помещение есть. Да, это все-таки это утепление под пол, потому что вон плитка лежит, утепление. В общем, ну, техническое помещение есть, это большой плюс. Ну, как бы, что сказать. Давайте дальше. Далее здесь у нас спортзал. Ну, насколько я понимаю, это может быть опять же свободного назначения, но как бы я так понимаю, что поставили зеркальце такое, и нам хозяин объяснил, что его задумка сделать спортзал. Поэтому он сделал везде розетки. Наверное, он думал, что будет стоять здесь эллипс, тут какой-то велотренажер, там беговая дорожка, а здесь ну, телевизор. Друзья, классная задумка, что есть спортзал, причем я смотрю, что тут у нас есть естественный свет. Вот как бы классно, Маша, иди покажи, смотри. Оп. Класс. Есть естественный свет, помещение небольшое, есть зеркало. Единственное, что, друзья, на плиту положили плитку. Это неправильно, потому что все-таки в спортзале не должно быть плитки, и должно быть какое-то покрытие прорезиненное, потому что если у вас гантели, какие-то веса, вы это сразу все поколите. Но это все потом застелить, и будет нормально. Сверху сделали балки деревянные, декор, ну, симпатично, в принципе. Единственное, что я думаю, вот есть телевизионная антенна, а я думаю, есть ли здесь интернет, потому что, наверное, все-таки Wi-Fi не будет добивать. Так, также на цокольном этаже у нас есть, ну, по многим заявкам, не знаю, есть сауна и хамам. Смотрите, вот она у нас сауна. Так. Вот у нас подсветочка небольшая, с кнопкой сигнализации, ну, сирены, в смысле, если вы там перегрелись или загрылись. Потом есть здесь душевая, как положено, туалет небольшой и хамам. Маша, иди смотри, какой хамам здесь. Ну, думаю, ты уже много таких увидела. В общем, друзья, сауна, хамам есть, спортзал есть. В принципе, классно, что у нас внизу, на цокольном этаже, много всяких таких, ну, интересных штук есть. Лестница наверх. На полу у нас лежит мрамор черный. Он так. Вот, видите, с подсветкой. Я такую подсветку, сразу же говорю, не люблю, потому что она отражается, когда вы идете, вот эти точки все светятся. Хотелось бы какой-то рассеиватель, но многим это нравится. Стекло толстое достаточно, и больше 10 миллиметров. И мне понравилось, как оно закреплено. То есть очень эстетично выглядит. Оно, вот смотрите, чуть-чуть всего лишь шатается, но очень, в принципе, сильно закреплено. Ладно, пойдемте наверх, посмотрим спальни. Так, мы на втором этаже, где у нас 3 спальных комнаты, одна из которых является мастер-спальней. Вот 2 спальни и еще 1 ванная комната, собственно говоря, для этих 2 спален. Друзья, я забыл вам сказать, что у нас на стенах у нас декоративная штукатурка, выглядит достаточно симпатично, и все освещение ледовское, что плюс. Ну, пойдемте посмотрим первую спальную комнату. Она, в принципе, небольшая, я бы даже сказал, ну, прям вообще небольшая. Есть кондиционер инверторный Mitsubishi и достаточно большой и мощный для этой комнаты. Но, к сожалению, вид у вас будет вот на соседей и там на горы.
Ну, в принципе, для ребенка детская подойдет отлично. Как я уже говорил, линея Росса стоят алюминиевые окна, энергосберегающие, и есть приводные ролеты. То есть вы нажали на кнопку, все закрыли и уехали. Так, заходим во вторую спальную комнату. Вторая спальная комната, она в принципе, ну, по размерам, честно говоря, даже, наверное, еще меньше. Но опять же, детям, ну, наверное, как бы все-таки подойдет. Так, отсюда у нас вид открывается частичный на море. Это очень как бы хорошо. Вот я думаю, где будет кровать здесь стоять. Вот хотелось бы, чтобы из кровати видно было, но, в общем, там вид на море, здесь вид на соседей. И выходим. Тут у нас балкон. Балкон. Ну, опять же, вид на горы. Тихо, и это задняя часть дома. И здесь тоже у нас сверху сделано под дерево и LED-овские споты. В общем, вот так вот. Да, это чисто детская комната. Потом давайте посмотрим ванную комнату. Ванная комната, ну, душевая кабина стоит, черная, инсталляция и проточный водонагреватель. Вот. Не знаю, сколько он киловатт. Друзья, ну вот когда вот, допустим, все пользуются, в пике, в моменте, они, конечно, достаточно много потребляют. Но, да, я никому не рекомендую такие ставить на горячую воду, потому что действительно много электроэнергии и как бы непрактично. Так, ну вот она, ванная комната. Здесь полы электрические, подогреваемые. Ну, в принципе, что-то еще смотреть. Так, пойдемте в... Вот еще момент заострю. Я не понимаю, везде, абсолютно везде, вот как я говорил в предыдущем видео про ящички для гребенки теплого пола, как их не научились делать, так и вот эти вот штуки то же самое. Блин, ну почему не сделать как-то, ну вот, симпатично? Не понимаю. Ладно, заходим. Мастер спальня. Родительская. Сразу же у нас с этой стороны есть гардеробная. Гардеробная, здесь поставить шкафы с одной стороны, с другой стороны есть сверху освещение и, ну, и натуральный свет из окна. Правда, это не подняли мне до конца. Ролеты. Ну, есть, это хорошо и плюс. Потом здесь у нас встанет двухспальная кровать. Прикроватные тумбы, причем высота выключателей нормальная. То есть бывает ниже ставят, и потом неизвестно, как подлазить там за тумбу, под тумбу. Здесь еще нету светильников. Сверху у нас такие необычно сделанные в виде полумесяца и луны, не знаю, формы, да. Тут должен быть у нас телевизор. Причем вот эта штука неповоротная. Ее просто закрепили. И если вы лежите, смотрите телевизор, а если вы, допустим, как вот вы уже, может быть, увидели, здесь отдельно стоящая ванна, наверное, будет неудобно. Ну ладно. Давайте про ванну. Смотрите, действительно это плюс, это классно стоит. Вот отдельно стоящая такая ванна. Будете лежать и... Ну вот не будете вы видеть вида, если честно. Вы будете смотреть сюда, а вот сюда не получится, потому что, ну, окошко, оно достаточно высоко. То есть у вас уровень глаз будет прям вот смотреть в подоконник. Вот либо окно надо было делать ниже, либо эту ванну поднимать выше, на пьедестал. Тогда бы вы лежали и смотрели бы на море. Было бы классно. Но, к сожалению, эта идея, ну, не получится из-за того, что ванна как бы внизу стоит достаточно низко. И вот это, друзья, у нас пластик. Это пластик, не керамика. Ну, зато есть, почему нет, очень неплохой вариант. Друзья, здесь мы выходим, у нас балкон. Он единственный на эту мастер-спальню. Открывается опять же вид. Ограждение хорошо очень закрепили. Здесь двойное стекло. Да, двойное стекло. Внутри проклейка, то есть это не триплекс, а как дуплекс, наверное. Ну, в общем, вот так вот. И забыл я вам показать, что, конечно же, в этой
мастер-спальни есть у нас еще санузел. Ванная комната, здесь душевая кабина, инсталляция, но она такая достаточно небольшая. Друзья, давайте подведем итог. В общем, дом, вы сами все увидели, ничего выдающегося здесь нет. Это просто обычный среднестатистический дом. За него хотят 1 300 000 с чем-то, я даже не знаю точно. Это очень завышенная цена, и они никогда в жизни, наверное, не продадут этот дом. Ну, если только человек вообще ни в чем не разбирается. Адекватная цена, я думаю, что это было бы где-то 700-800 тысяч евро. Я скажу вам так, если бы вы купили вот земельный участок и построили такой же дом, вам это обошлось там, ну, 550-600 тысяч евро максимум. Я думаю, что вы бы получше еще начинку сделали. Мне действительно не нравится, что вот вид здесь красивый, а здесь соседи. Приватности нету, покупать за недвижимость более 1 000 000 евро и не иметь элементарные вещи, как приватность, не иметь теплых полов водяных, а электрические только в ванных комнатах. И кухня-гостиная мне тоже не понравилась, маленькая на самом деле. В общем, друзья, дом как дом. Я, конечно же, легко критиковать, как скажут многие, возьми да и построй. Да, мы занимаемся над проектами, мы проектируем и можем построить. Тем не менее, я показал вам правду, и вы сами делаете свои выводы. Внизу в описании там будет ссылочка на сайт, более подробная информация какая-то, если вам нужно про эту виллу. В общем, заходите, смотрите. Если вам нравится, что я снимаю, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Все, побежал. Пока-пока.